Почему Трусова проиграла Щербаковой на чемпионате Европы? Многие болельщики уверены, что Аня несправедливо опередила Сашу. Но русская ракета сама отдала серебро в руки соперницы. Российские фигуристки устроили феерию на чемпионате Европы, в 8-й раз в истории завоевав полный пьедестал. Валиева выиграла золото, а Щербакова и Трусова повторили свои прошлые результаты на континентальном первенстве, получив серебро и бронзу соответственно. И если победа Камилы ни у кого вопросов не вызвала, то насчет итоговых мест Саши и Ани споры не утихают. Многие считают, что именно русская ракета должна была стать второй, ведь она исполнила 2 чистых квада против одного у соперницы, плюс у нее был внушительный отрыв в короткой. Болельщики так и задавались вопросом: куда же делось Сашино преимущество? А некоторые из них и вовсе поспешили обвинить Аню в незаслуженных оценках. Посмотрев правде в глаза, стоит признать, что Трусова самолично отдала серебро в руки Щербаковой. Чтобы в этом убедиться, достаточно хладнокровно просмотреть протоколы их выступлений. Там есть много интересного. Трусова ликвидировала свое превосходство по технике. В произвольной программе базовая стоимость всех элементов у Трусовой выше, чем у Щербаковой. 83,57 балла против 73,68. Разница почти 10 баллов обеспечивается, естественно, более сложными прыжками у Саши. Все-таки 4 квада флип, сальхов, тулуп и лутс не могут быть дешевле контента с одним четверным флипом у Ани. Правда, квад лутс Трусовой понизили из-за недокрута до стоимости тройного. Потенциально базовая стоимость элементов у нее могла быть даже выше. Минимизировать разрыв в базе Щербаковой удалось за счет дорогих каскадов. Самый дешевый из них у Ани – это тройной флип, тройной тулуп. 9,50 балла. А у Саши – двойной аксель, тройной тулуп. 7,50 балла. Вот уже минус 2 балла разницы. Еще 11 сотых Щербакова смогла отвоевать благодаря своему самому дорогому каскаду. Тройной лупс, тройной Ридбергер. 11,88 балла. У Трусовой же самым дорогим каскадом был тройной лутс Ойлер, тройной Сальхов. 11,77 балла. А тройной флип Ойлер, Сальхов у Ани и тройной лутс тройной тулуп у Саши равны по базовой стоимости. 11,11 балла. Непрыжковые элементы тоже помогли Щербаковой сократить разницу по базе с Трусовой. Точнее, один из них – дорожка шагов, которая у Ани была поставлена на 4-й уровень, а у Саши на 3-й. Вроде ерунда. Преимущество всего 0,6 балла, но порой именно такие мелочи решают судьбу медалей. Остальные непрыжковые элементы у обеих фигуристок имели одинаковую базовую стоимость. Итого получаем 9,89 балла преимущества у Трусовой по базе. Если бы не понижение четверного лутса до тройного, оно было бы 14,9. По справедливости таких баллов должно было хватить для победы над Щербаковой. Но и кататься для этого русской ракете нужно было чисто. А Саша, будем честны, показала не лучший прокат и сама нивелировала свое изначальное превосходство. Падения Трусовой сыграли решающую роль. Что толку от высокой базовой стоимости элементов, если эти элементы выполняются с ошибками? Из своих 4 квадов Саша прыгнула чисто ровно половину. Флип и Сальхов. То есть на 1 четверной прыжок больше, чем у Щербаковой. Не такая существенная разница по сложности программ. Особенно для действующей чемпионки мира с щедрыми компонентами от судей. Обратимся вновь к цифрам. Падение с тулупа у Трусовой привело к потере половины базовой стоимости. 4,75 балла. А падение с лутса дополнилось недокрутом, из-за чего самый дорогой четверной у Саши понизили до тройного. И пожалуйста. Вместо 11,50 балла за квад лутс у нее лишь 3,54. Ошибки на 2 прыжках одним махом отняли 12,71 балла за технику. А ведь Саша еще и едва не потеряла свой самый дорогой каскад тройной лутс Ойлер,
тройной Сальхов. Чудом смогла скрутить прыжки практически с места, но допустила заметную паузу между ними. По сути, ей даже повезло, что за это у нее отняли всего 1,18 балла. Сухой отрыв Саши от Ани в произвольной превратился в какие-то 1,1 балла. Трусова проиграла Щербаковой по надбавкам. Надбавки за чисто исполненные прыжки у Трусовой, кстати, в целом были выше, чем у Щербаковой. Но, к сожалению, снижение за падение свели их на нет. 4 чистых прыжковых элемента позволили Саше дополнительно набрать 11,49 балла, в то время как бонус Щербаковой за все 7 составил 12,62. Не будь у Саши падений, перевес был бы на ее стороне. Но они были, поэтому прощай, последний балл разницы. Они впереди на 0,12. И не забываем про надбавки за качество исполнения непрыжковых элементов. Аня всегда получала за вращение дорожки больше, чем Саша. Этот чемпионат Европы не стал исключением. 7,8 балла плюсом к базовой стоимости у Ани и 5,5 балла к базе у Саши. Вуаля! Щербакова обыгрывает Трусову в произвольной по технике на 2,42 балла. Щербакова довершила свой успех высокими компонентами. Одной техникой Щербакова, конечно, не смогла бы опередить Трусову в Таллине. Прежде всего Ане помогли традиционно высокие компоненты. Титул чемпионки мира имеет значение. Хотя объективно за чистый прокат Аня в любом случае заслужила хорошую вторую оценку. По всем компонентам ей поставили за 9 баллов, и по итогу ее вторая оценка составила 74,27 балла. Саша же, для которой компоненты всегда были слабым местом, 2 своими падениями не оставила судьям шанса изменить политику в отношении себя. При грубых ошибках по правилам нельзя поставить более 8,75 балла за представление и интерпретацию программы и более 9,25 балла за мастерство катания, переходы и композицию. А Круэлла и без того сделана под прыжки. Покорять судей хореографией и связками в ней не предполагалось. Так что максимально поощрять Сашу не стали. За компоненты она набрала всего 69,55 балла. Добавим сюда еще штрафы за падение, они отняли у русской ракеты 2 балла. Таким образом, преимущество Щербаковой над Трусовой по второй оценке составило 6,72 балла. Это даже больше, чем отставание Ани от Саши в короткой программе. Прибавляем 2,42 балла, которыми она обошла Трусову по технике, и вот те самые 9,14 балла в пользу Ани в произвольной программе. Никакой магии. Всего лишь чистый прокат против выступления с грубыми ошибками. Возможно, не все согласятся, что в протоколе Ани все по делу и ничего случайно там не моргнули. Но к чему эти придирки, когда Саша сама все отдала? И упустила даже не серебро, а золото. Не нужно было падать, и порядок на пьедестале был бы другой. Но в спорте, как и в истории, не бывает сослагательного наклонения.